мая 1945 года войска Второго Белорусского фронта, развивая наступление по линии Висмар-Виттенберга, соединились с союзными английскими войсками. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление 3 мая, овладели городом Цешин. В конце января 1945 года войска 4-го Украинского фронта перешли реку Бялок-Бельска и подошли к границам Цешинской Силезии. Планы были большими. Предполагался молниеносный удар, взятие Остравы и занятие Цешина до 1 февраля. Как известно, эти планы не сбылись. Бои шли на несколько месяцев дольше. С одной стороны, причина была в упорном сопротивлении немецких войск, которые максимально использовали сложный ландшафт. А с другой стороны, в ошибках советского командования и затруднениях в использовании преимущества в технике, самолетах и танках. Конец войны на Śląsku Cieszyńskim. Конец войны в Цешинской Силезии хорошо запомнился жителям города и окрестностей. Ponieważ niedaлекие odległości, kilkanaście kilometrów. Ожесточенные бои между наступающей Красной армией и немецкой армейской группой Хейнрицы шли всего лишь в 10 километрах от города на протяжении нескольких месяцев. Бои были очень упорными. Жители Цешина каждую ночь видели зарево с поля боя. Тут погибло, как мы считаем, около 20 тысяч немецких и советских солдат. Жители Цешина слышали, что уже освобождены Варшава и Катовице, что советские войска на подходе к Вроцлаву. Но в окрестностях Цешина бои не прекращались, и город оставался в немецких руках. Наверняка одной из причин затяжных боев за Цешин была решительность боевых действий немецких войск, которые обороняли стратегически важный Островско-Карвинский угольный бассейн. В начале 1945 года это был последний значительный округ добычи угля, доступный экономике Третьего Рейха, который уже проигрывал войну. Немцы принимали больше усилий для обороны Моравских ворот, чем советские войска для атаки. Верховное главнокомандование во главе со Сталиным считало это направление стратегически второстепенным. Тем не менее, взятие Моравской Островы было главной задачей 4-го Украинского фронта. Głównym zadaniem wojsk 4-го фронта украинского. Запомнились мне два города, но они созвучны. Город Цешин и Тешин. Это как раз в границах Польши и Чехословакии. Я был в группе, которая обеспечивала связью наблюдательный пункт командира корпуса. Нам определили дом. Слышу, немцы. Ну, я хоть на тройку немецкий язык, 10 класс кончил, но все ж таки, так сказать, «Вихельман, сколько вас?» Оттуда отвечает «Драй солдатен». Ну, «Хендего». Мая войска рadzickie 4-го фронта. 1 мая войска 4-го Украинского фронта, точнее 237-я стрелковая дивизия 67-го стрелкового корпуса, переправились через Вислу в Скочеве и через 2 дня подступили к Цешину с восточной стороны. И в это же время с северо-западной стороны подошла, взяв город в клещи, 2-я дивизия 67-го корпуса, 81-я стрелковая дивизия. Немцы спешно отступили. Эти 2 дивизии заняли город и продвинулись на территорию Заользья и дальше на Моравы. В 2006 году мы нашли место гибели Эриха Лайя, известного немецкого аса, погибшего на территории Польши в бою с советскими истребителями. Я говорю об обломках немецкого самолета Мессершмитт МЕ-109Г майора Эриха Лайя, а также о деталях с 2 советских истребителей Як-9, которые завязали с ним воздушный бой и были подбиты.
Боевые действия завершились только в начале мая. После капитуляции Берлина советские войска заняли Цешен, а части вермахта были окружены под Остравой. Так закончилась история немецкой оккупации Цешенской Силезии, которая продолжалась более 2000 дней. Вот что интересно, со стороны и поляков, и со стороны чехов к нам было самое настоящее братское чувство. Поляки сильно выступали против немцев. Okupacja hitlerowska do samego końca, do ostatnich dni. Немецкая оккупация города до конца апреля и даже в первых числах мая была очень кровавой. Не прекращались убийства на еврейском кладбище. Туда вывезли и расстреляли 81 человека, и поляков, и иностранцев. Polaków, także kilku obcokrajowców. Гитлеровский беспощадный террор продолжался до последних часов перед наступлением войск 4-го Украинского фронта. Wojsk 4 frontu ukraińskiego trwał. После освобождения Цешена горожане оплакивали жертв и произвели эксгумацию. One były odnajdywane, te ofiary na tym, nie wszystkie niestety. К сожалению, не всех удалось опознать. Także ten koniec okupacji. Так что избавление от немецкой оккупации осталось в памяти жителей Цешена трагическим днем окончания многолетнего кошмара.